Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете Спивака по понедельникам, а он берет и приходит. Дмитрий, приветствую вас. Да, спасибо. Хотел скаламбурить, тебя никто не ждет, а ты все равно пришел. Не, ну приятно, что ждут, и поэтому не можем не приходить. Да, приветствую, Саш, тебя, приветствую наших зрителей. Теперь по понедельникам. Что-то хочется такое сказать или услышать, чтобы кто-то уже сказал, что вот оно все, и вот мы куда-то двигаемся. А вспоминаешь только Михаила Жванецкого про тоннель, свет, который никак не кончается. Ну давай, давай. Значит, что я должен сказать? Что надо еще подписаться на канал Саши, потому что те, кто сегодня, вот сказать, в ситуации Александра, им нужна дважды ваша поддержка, друзья, и ему, и всем нам, тем, кто выходит в эфир. Да, поэтому с вас сегодня лайк, это будет означать ваша поддержка мне. Вот, а ваша подписка к каналу, это будет означать ваша поддержка Саши. Вот так на двоих сделайте нам, пожалуйста, причем без донатов. Мне, пожалуйста, только лайки, и я с удовольствием проанализирую всю сегодняшнюю ситуацию, сделаю это, как всегда, как бы открыто, публично. Как, что думаю, то и буду говорить. Нравится кому-то, не нравится. Это уже второй вопрос. Саш, готов? Ой, много что нравится и что не нравится. Обсудим мы сегодня и войну спецслужб, обсудим мы и, конечно, вот этот предстоящий Стамбул, который как бы, наверное, на этой неделе, третий раунд. Умерова, которого сегодня, ну, как проводили, а нового Шмыгаля представили. В общем, перестановки в Кабмине тоже, и, понятное дело, там течение, подводные камни, и, собственно, что укрепляется тогда в Украине, в нашей стране, это будет, как обычно, такая часть, ну, такая вторая часть нашей беседы, это посвященная Украине. Ну, конечно, обсудим геополитику, потому что без нее никуда. Очень интересно разворачиваются дела в Сирии, там опять переодеваются, представляете, то есть одни, ну, те джихадисты переодеваются, в общем, те друзы, в общем, война, и начинается такая достаточно мутная история на Ближнем Востоке, которая вновь отвлекает силы, эмоции, внимание прессы и все остальное. Ну и начнем, понятное дело, с Грэма, который лютует и говорит, что надерет Путину задницу Трамп скоро, пошлины по нефтегазовому сектору, как влупит, выходит таким ярким заявлением Грэм. Ввиду этого у меня опрос нашего сегодняшнего эфира. Введет ли Трамп новые санкции против России? Ну вот какие-то такие мощные, потужные, как говорится. Значит, варианты ответов: да, и очень жесткие. Мир качнет. Ну, то есть, я имею в виду, планету качнет от того, что это действительно решение будет принято, потому что речь идет и о Китае, и об Индии, и о других. Нет, будут просто новые угрозы. Ну, пройдет этот дедлайн до 3 сентября, а потом скажет: ой, еще там какие-то, еще немножко поугрожаем. Нет, до 3 сентября огонь прекратят. То есть подойдем вплотную к этой дате, а потом раз, и все, прекращение огня ни с того ни с сего, с бухты-барахты. Ну, еще один вариант: введет, но слабые, чтобы видимость создать. Как вы оцениваете заявление Грэма? И действительно ли Трамп такой дерзкий, резкий, как диарея, и может так вот рубануть с плеча и ввести санкции, и переполошить планету и против Индии, и Китая, и, конечно, самой России? Первое. Как я оцениваю заявление Грэма? Мой ответ короткий, как никогда. Прям блиц. Никак. Неинтересно. Вот. Что Грэм что-то говорит, что Медведев что-то говорит. У меня такое ощущение, что у каждого должен быть свой Грэм или свой Медведев. Не пытайтесь аплодировать каждому заявлению Грэма. Почитайте, кто он, что он говорил про нас, про наши недра, про Украину, про то, что мы поле боя, про то, что мы красавцы, ни один американский солдат не гибнет, а мы тут перемалываем русскую армию заради интересов Америки. Это все Линдси Грэм, я же не от себя. Да? Ну, такой себе, да, ну сказал и сказал. Напугал всех так, что там в Китае дрожат, в Дели вообще не знают, что делать. В Кремле пожар, ну и так далее. Заявление Линдси Грэма, оно ж больше на зрителей, на читателей, на экспертов, на тех, у кого слабая психика. На серьезные политические расклады оно никак не влияет. То Абсолютно, есть да. На взаимоотношения Трампа... у экспертов, у читателей, у зрителей слабая психика.
Нет, я через запятую. И на тех, у кого слабая психика. Я же, ну о чем ты говоришь? У зрителей, читателей, экспертов психика такая сильная, что мама не горюй. Нас ничем не возьмешь. Нет, я ж через запятую это. Оно никак не влияет ни на расклады серьезные политические, ни на диалоги серьезные, ни на тренды, которые, поэтому ни о чем. Вторая часть твоего вопроса, и вот то, что ты вынес в опросник вот этот, ну, ответ на него не знает никто, потому что Трамп дал 50 дней же не просто так. Давайте я еще раз быстро, буквально минута мне нужна. Почему 50 дней? Потому что это 2-3 сентября. А почему 2-3 сентября? Потому что Путин летит к Си Цзиньпину отмечать 80-летие победы во Второй мировой войне. И как бы к этому моменту, ну, по задумке Трампа, ну, что-то надо, к чему-то надо прийти. Или да, или нет. Или удается Трампу договориться с русскими о чем-то по Европе и по Украине, и тогда как бы Путин летит к Си с такой повесткой дня. Или не удается договорить, другая повестка дня. Это первое. И второе, в эти же даты, второе, там 3-4 сентября, по-моему, открывает свои заседания Нобелевский комитет. Ну, вы знаете, это пунктик, да, фишка такая Дональда Трампа, ему необходимо, значит, такую же, как Обама получил Нобелевскую премию мира. Кстати, именно сейчас по Обаме интересная история. Глядишь, и арестуют экс-президента Соединенных Штатов Америки, или, по крайней мере, будет серьезное уголовное преследование. То, что обнародовала значит, Тулси Габбард, глава разведки американской, ну, это серьезная штука. То есть она практически поставила точку в Russiagate. То есть это как бы опять объединило позиции Трампа и Путина, причем ну, косвенно не договариваясь. То есть Трамп, затевая это расследование, понятно, там не думал ни о каком Путине, он хотел обелить себя и продемонстрировать всему миру, что то, за что его преследовали, в том числе и в нашей с вами стране, да, напоминаем, там, с чего начиналось, какие там книги, Манафорт, не Манафорт, да, кто был участником от Украины. То есть Трампа задача была, это одна из его задач, придя к власти, продемонстрировать миру, что его обвиняли неправильно. И вот Тулси Габбард вот такое сказала, что администрация Обамы вмешивалась в дела разведки и так далее. Слушайте, в Штатах это очень серьезно. Это вам не Клинтон и Моника, там, да, кофеек попили вместе, да и все. Это серьезная история. Но исходя из этого косвенно, это сыграло на руку и в Кремле тоже, которые тоже с 2016 года 9 лет там пытались всему миру доказать, что они никуда не влезали, потому что ну, у них и возможностей таких нет. Ну как можно да, влезть в выборы в Соединенных Штатах Америки? Более того, я тоже всегда говорил, слушайте, давайте определимся, друзья. Или Америка самая великая страна, или туда могут влезать кто угодно, любые хакеры и так далее. Оно не стыкуется, нам надо определиться. Вот, поэтому, как бы, да, Трамп, это такое дело. Вот оно почему 50 дней. Задача до 1 сентября о чем-то договориться, к чему-то прийти. Поэтому ответ на твой, вопрос, на твой опросник, Саш, ну, если бы ты меня так сейчас прижал, сказал, нет, дайте свой ответ. Нет, вот дайте, Спивак. Ну, давай мой ответ будет такой, что, по всей вероятности, санкции будут какие-то введены, вот, какие-то, которые потом, наверное, может быть, будут отменены. Но дело не в этом. И Дональд Трамп, и Си Цзиньпин, и Путин, они все понимают, что этими санкциями американцы вот эту историю уже не подомнут под себя, это уже сделать невозможно. Трамп понимает это и не хочет это. На него просто давят, эта партия войны, партия ВПК, европейцы, они на него давят, что, как бы видишь, мол, ты там с Путиным хотел, а ничего не получается, и Путин тебя кидает, и опять ультиматумы, и опять это, давай прояви, как, значит, в Сирии там или в Иране и так далее. Трамп не хочет этого. Я вам сейчас один пример. Санкции – это экономика, правильно? Это, ну, экономика, политика, но это экономика. А когда речь идет о санкциях, можно сколько угодно махать шашками, но невозможно не учитывать экономические аспекты. Вот смотрите, просто пошлинная война, которую затеял Трамп по отношению пока к России, просто ко всем странам мира, уже привела к определенным моментам, негативными для экономики США. Первое. США вынуждены намного увеличить импорт российской мочевины. Ну, это серьезная химическая история, которая необходима штатам, потому что пошлины, которые возложили на Катар там и другие, на те страны, которые сейчас это не конкурентные, штаты закупают и у России.
Ничего личного, только бизнес. Если нужно закупать, будут закупать. Давайте Есть и поясним, другие что, аспекты. давайте поясним, что мочевина, Да, тут как бы ничего смешного нет, это химическое удобрение. В общем, кукуруза не это растет. удобрее, а что тут смешного? Да не, Кукуруза не ну, растет в США. А как они там без кукурузных хлопьев и всего остального? Ну и другие культуры. Поэтому это называйте, очень важная хотите, история. не хотите называть мочевидом, называйте карбамид, ну, как угодно. Нет, это серьезная история, да, и это в чем преимущество России, что у них там 95% всей таблицы Менделеева зарыто, кроме энергоносителей, газа, нефти и так далее. Вот, и Европа продолжает закупать и так далее. Поэтому вот ко 2 сентября что-то должно произойти или нет. Поэтому он, наверное, введет санкции, потому что я не вижу, чтобы Путин дал серьезную заднюю. И сразу перехожу к твоему второму вот теме, ты сразу поднял, это можно запараллелить, да, вот Стамбул-3, там через 2-3 дня там переговоры какие-то, мол, что ждем? Опять я отвечу в Блице, ничего. Я Дмитрий Спивак, ничего не ждем от Стамбула-3. Сейчас даже объясню, почему. Здесь нет ни перемоги, ни зрады. Чистый, как говорится, анализ ситуации. А на этом Стамбуле-3 это все обращено с двух сторон к одному человеку. Один зрителю этого, Дональд Трамп. Русские пытаются ему показать, что, мол, ну смотри, мы ж тут вот пытаемся, но как бы вот, а Украина вот что-то там как бы нет. Хотя все понимают, что русские приедут в Стамбул опять со своим ультиматумом. Абсолютно невыполнимым, никто это не собирается выполнять, слушать, рассматривать и даже обсуждать. Территории там и так далее. Они продолжают ультимативную форму, и это бессмысленно. А задача Украины это продемонстрировать всему миру в очередной раз, что мы еще раз всем заявляем. Украина готова к перемирию без всяких условий. Потом готовы начинать переговорный процесс. Вот в Стамбуле эти две позиции еще раз зафиксируются. Украина зафиксирует миру свое. Судя по всему, Путин зафиксирует опять свое, чем опять расстроит Дональда Трампа, потому что уже осталось не 50 дней, а сколько там, 40-45, ну не знаю. И Трамп будет понимать, что ну все ближе и ближе 1 сентября, и что у него навряд ли получится вот убедить Путина. А может и получится, Саш, мы же не знаем, о чем там и кто разговаривает друг с другом, как говорят, о чем разведсообщества друг с другом говорят. Вот мне, например, очень любопытно социология российская, которая вдруг вот появилась. Как там у них это, Центр Левада называется или как? Вдруг 67% россиян как бы готовы к миру в Украине, значит, по линии разграничения. Если я правильно понимаю, то это такой месседж, как бы, да, из Кремля, и они начинают готовить потихоньку, подогревать общественное мнение внутри России, что если, так сказать, ну, придется, вот, да, значит, российский народ потребовал, ну, и в Кремле сказали, ну, мы как бы, да, как народ. И вот мой прогноз такой, что как только некая Левада озвучит, что уже там 78% российского народа готово к миру по линии разграничения, это будет означать, что Путин изменил свою позицию и хочет подыграть Трампу, и не хочет портить с ним отношения, а это значит, что Стамбул-4, ну вот следующий, вот уже может стать площадкой для ну, некого серьезного диалога о серьезных темах. А пока Дональд Трамп сыграл, на мой взгляд, извини, Саш, я хочу это все воедино, и потом, как бы я вижу, что у тебя вопросы есть. Пока Дональд Трамп сыграл, на мой взгляд, блестящую игру, все, сейчас скажу какую, его все обвиняли во взбалмошенности, в несистемности, вот это вот пошлины, вот эта Европа, а он, оказывается, настолько все просчитано сделал. Посмотрите, что он сделал с нами и с Европой. Нам он говорит, слушайте, изменил риторику, как бы наладились отношения между Трампом и Зеленским. Трамп изменил в негативную сторону отношению к Путину. Типа поддержал Европу, разблокировал как бы теоретически, значит, разблокировал поставки вооружения Украине, потом поставил вот такую жирную запятую и сказал, Европа, ну как бы вы же готовы, платите. И Трамп в этой ситуации абсолютный как бы победитель, потому что через 9 дней, да, 8-10 дней, истекает срок, когда Дональд Трамп обещал ввести 30% пошлины против стран Евросоюза.
И сегодня пришла новость, что он не будет после 1.08 значит, продлевать отсрочку. В Европа в панике полнейшей, потому что им осталось 10 дней договориться с Трампом о глобальном соглашении. А Трамп их взял вот за ФБРЖ. И я думаю, что это один из пунктов, который говорит, ну давайте, вы ж там что-то против меня затевали, вы же кричали, что вы готовы ради Украины там костьми лечь. Ребят, вот мое оружие, ваши деньги, будьте любезны. Уплатите, я поставлю. Или поставьте сами, я вам потом. И пол Европы уже поняли, что их кинули. То есть это игра Трампа. И они просто кинули, это Трамп просто переиграл. Вот я неправильно говорю, не кинул. Трамп переиграл Европу. И попробуйте сегодня, европейцы, скажи, не, мы не можем, Украине оружие, как это? Осталась одна бедная Германия, которая вынуждена обещать нам это патриоты, не то две, не то одну, не то четыре, не то 3,5, не то 5, никто не знает сколько, никто не знает когда. Более того, никто не знает, сколько систем Patriot и сколько ракет к этим системам Patriot. Потому что любой вам специалист скажет, что на сбитие одной баллистики или на сбитие одного такого кинжала условного, но это и две ракеты, а может быть и более. Поэтому это же очень важно. А все это стоит, каждая ракета, по-моему, 5 миллионов. А сама установка миллиард. И как бы уже в Германии заговорили, что да, конечно, но не сейчас, а чуть позже. Ну, то есть через 10 дней, Саш, я думаю, раньше, там 28-29 июля, мы узнаем глобальную историю. Есть ли соглашение между Дональдом Трампом и Евросоюзом о торговых взаимоотношениях, и договорился ли Дональд Трамп с бритами по Федрезерву. Да, сможет ли он то ли убрать со своей должности Пауэлла, главу Федеральной резервной системы, или пока, пока как это сказать, промежуточным результатом станет то, что Пауэлл снизит процентную ставку до 1%. Это тоже будет означать, ну, некую, так сказать, победу Есть, Дональда Трампа. есть Ну еще один и аспект, важный, я что? считаю, важный Да, аспект, давай. который вы не упомянули, это санкции. Ну, сейчас про оружие поговорим, про там Рамштайн сегодня в онлайн-формате. Да, и сразу двое представляют на Рамштайне: Умеров и новый министр обороны Шмыгаль. Ну, сегодня и по случаю Писториус говорит, 5 патриотов к вам поедет, когда, что непонятно, сколько нужно ждать, там, ну, в самое ближайшее время. Хотя до этого пресса писала, что там полгода нужно, чтобы один патриот поставить. Но филигранно в эту картину ложится этот 18-й пакет санкций, который, внимание, не просто там как-то, да, вот ну, очередной удар по России, там мощный, так сказать, накат на нефтедобычу, на там, танкерный флот этот теневой. Нет. Китай официально вышел и сказал: Европа, привет, что вы делаете? Почему вы, ну, как бы ударили по нашим компаниям? То есть отношения Европы и Китая, они после 18-го пакета однозначно ухудшились. А Европа без Китая не вытянет в этой экономической войне от слова совсем. Единственная надежда была, это минуя условно, это, ну, это ось традиционная, да, Берлин, Москва, Пекин. Ну, мы Москву исключаем, потому что там санкции, вот цивилизованный мир, туда-сюда, вот это все, да. Но все аналитики говорили, европейские товары, условно Мерседес, переехавший в Китай, это для Европы хоть какой-то выход. Потому что реально они там свои машины новые из-под конвейера, да, вот под пресс, ну, потому что их никто не покупает, невыгодно продавать, а если ты сдашь по дешевке, то все бренды упадут, и эта капитализация компании Audi вообще просто умрет. Но это такой момент. А тут ссора с Китаем на фоне 18-го пакета, даже не с Россией. И тут пошлины, о которых вы детально сказали, выше 10 дней, время сжимается. Время вот прям на самом деле давит. Но я У хочу тебя хорошая... уточнить, я хочу Да, уточнить, давай. Стамбул же тут раз и может преподнести сюрпризы. Но было бы красиво с точки зрения А, сценария. у тебя хорошая фраза прозвучала, попали под пресс.
но я это возьму чуть для другого. Почему Европа пошла на это, наехала там на китайские компании, на индийские компании? Потому что Европа попала под пресс Дональда Трампа, я же изложил вам почему. Они попали в тотальную зависимость, Трамп их разложил и поставил на шпагат. И поэтому, наверное, требует определенных вещей. Европа ни в одном из 17 пакетов санкций не трогала ни Китай, ни Индию. Ну, там занимались себе там антироссийскими санкциями, да и все. А это выстрел Европа себе в ногу. Ну, потому что Китай эти санкции выдержит точно, Индия разберется сама, про русских это отдельная тема, а вот выдержит ли экономика Европы, и они это, черт возьми, понимают, что они стреляют себе в ногу, но они ничего не могут с этим сделать. Но посмотрите, друзья, что такое мудрость восточной политики. Вот нам надо иногда брать с этого пример. Несмотря на это, несмотря на то, что есть китайское заявление, что они как бы, да, в недоумении, от чего собственно, и что, поверьте, если Китай ответит зеркально по Европе, то экономический базис китайский и европейский сегодня несоизмерим. Вот несмотря на все это, Си Цзиньпин собирается проводить саммит Китай, Европейский Союз, там в рамках чего-то там 30-летия, 50-летия там и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите, что такое глубинная мудрая политика. То есть Си Цзиньпин хочет этим, на мой взгляд, я так думаю, я анализирую, хочет этим сказать европейцам: ребята, мол, я все понимаю, вас вот там заставляю. И сегодня они будут обсуждать какие-то экономические взаимодействия, потому что задача Китая, она понятная, да, раскол между Европой и Соединенными Штатами Америки. И это первое. Второе, значит, смотрите, вот нам надо отвыкать от аплодисментов по поводу любого санкционного пакета Европы. Вот надо заканчивать аплодировать и понять следующее. Европейцы не способны сегодня выиграть торговую, экономическую, санкционную войну против России, потому что эти санкции бьют в две стороны. Устроена экономика. Это все ерунда про теневой флот, он как возил, так и будет возить эту нефть. И если санкции США – это еще серьезная история, и Индия, Китай, другие, ну, как бы задумаются, да, как, что с этим делать, то Китай, Индия и Россия не очень обращать внимание будут на санкции Европейского Союза. Потому что мир поменялся, потому что стратегия, геостратегические расклады поменялись. Потому что Европа не может сегодня уже играть вот эту роль, когда вот, а мы вот так, и все должны стоять по стойке смирно. Не будет это. Ну и как доказательство к тому, что я сейчас сказал, Дональд Трамп собирается встречаться с Си Цзиньпином. Но, понятно, не 2 сентября в Пекине, когда там будет Путин. Ну, вряд ли кто-то мог на это рассчитывать, что будет встреча на троих, она не готова. А вот на саммите АТЭС в Южной Корее, на полях этого саммита, внутри этого саммита, ну, неважно. Вот там, скорее всего, и произойдет. Это глобальная встреча 2025 года, которую надо готовить. Ну и еще возвращаюсь к началу программы, там, а как вот отнестись к Линдси Грэму, который там напугал Китай, Индию и так далее. Если Китай закроет краник экспорта редкоземельных металлов, то военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки может остановиться через несколько месяцев, потому что замены, альтернативы редкоземов, которыми владеет Китай, а это более 70% мировых редкоземов, в мире нет. Китай, Россия, там на 3-4 месте я даже не помню кто, но это абсолютно несоизмеримое количество. Поэтому Дональд Трамп уже сделал шаг назад однажды в торговом противостоянии Китая. Поэтому никто там в Пекине на слова Линдси Грэма не обращает внимания. В Дели, в Индии, наверное, обращают. Наверное, могут кинуть Россию. И с индийцев станется. Но тут же важно другое. Саша, зрители, дорогие мои, я хочу, чтобы вы поняли. Нам почему-то тоже кажется, что вот сейчас Дональд Трамп как жах, и все. И вот это вот. Скажите мне, а что за этим будет? Вот кто-нибудь мне может сказать второй ход? Вот жахнул Дональд Трамп. 100%, там, 120%, не важно. Вообще уже не важно. Эти цифры, это цифры просто. Значит, вторичные против всех, кто покупает нефть у русских. Как вы думаете, поменяется не палитра, а структура мирового рынка нефтяного? Поменяется. Как вы думаете, а на украинских заправках стоимость горючего снизится или повысится? Я вам отвечаю, повысится.
ну и так далее. Более того, этими санкциями ты ж бьешь не только там по России, Китаю, Индию, ты ж бьешь по своим союзникам, которые торгуют с Россией, но как бы они союзники. И вот когда ты читаешь социологию во Франции, что рейтинг Эммануэля Макрона, президента одного из лидеров Европейского Союза, пробил антирекорд, да, предыдущие там десятилетия такого не было, чтобы рейтинг президента Франции опускался ниже 20%. Так это и есть показатель, друзья. Все остальное словоблудие. Вот он, результат коалиции там желающих, могущих, что Ну, там, это и хотящих. опасно. Смотрите, это и опасно, потому что когда начиналась вот широкомасштабная война в Украине, ну, та, которая в 22 году началась, рейтинг президента Зеленского был 16%. И на фоне войны, ну, как бы стал там опять 70 и так далее и выше. Но Макрону нужна, получается, война. Ну, так получается, для того, чтобы укрепить свои позиции. Соответственно, где? Какая Хочешь, война? спрогнозирую? Какая война? Я понял. Конечно, украинская. На мой взгляд, Саш, не совсем корректное твое сравнение, потому что рейтинг президента Зеленского в первые там полгода-год войны действительно взлетел до каких-то космических цифр, ну потому что это президент страны, на которую напали, президент, который не уехал, там не сбежал, не эвакуировался, остался, ну и так далее. То есть это президент воюющей страны, ну и страны, на которую напали, страна жертв. Что касается Макрона, то, что ты говоришь, и, может, и политтехнологи Макрона также рассуждают, я же не знаю, что, ну, как бы, чтобы поднять рейтинг, ему надо что-то такое. Наверное. Только уже навряд ли получится. Он уже столько раз ударил в штангу, его слова, к сожалению, для Эммануэля Макрона, стали настолько легковесными, не могут быть слова и заявления президента ядерной европейской страны легковесными, а они стали легковесными. Он столько всего наговорил разного. Про войска, про контингент, про 100 тысяч, потом 50 тысяч, потом 20 тысяч вдоль границы, без границы. На Марсе разместим, не на Марсе. Коалиция желающих, могущих, не могущих. Нет в нем, вот понимаешь, Саш, не Шарль де Голль. И трудно будет Эммануэлю Макрону вдруг вот стать таким, знаешь, тяжеловесным. Не страшно, не бояться. Более того, Саш и друзья мои зрители, а кто подписал военное дружеское соглашение а-ля Москва, типа там Тегеран в Европе? А подписали бриты и немцы, без французов. А мы даже не заметили этого. А это серьезная штуковина. Они подписали действительно серьезный документ. Ну, потому что Британия как бы ядерная страна, а Германия нет. Ну и подписали, что будем вместе, и если что, то друг другу помогать, и вооружением. Там, ну, такой союзнический договор практически, да, в том числе в военной сфере. Более того, внутри англосаксонского мира сегодня появилась такая информация, ну ее хрен проверишь называется. Ну какое-то там издание написало, что американцы впервые там с 2008 года разместили в Британии сегодня там какие-то новые виды там ядерного вооружения, там какие-то глубинные бомбы там и так далее. Правда, не знаю. Ну так написал кто-то, посмотрим, будет опровержение, не будет. Но бриты и немцы видят, вот я отвечаю просто на вопрос, видят, что вот Макрон, он вот такой, то есть тут он звонит Путину, тут он говорит, да мы вот это вот, тут берешь статистику, Франция закупает все, что им нужно у России для атомной А энергетики, и Зеленского, сжиженный а газ закупает. Зеленского целует. А с Зеленским они, да. То есть, понимаешь, Саш, для президента Франции, оно вот даже та улыбка, вот, да, когда ты начинаешь воспринимать слова французского главы вот с такой вот улыбкой, ну все, наверное, лидером глобальной Европы, лидером, наверное, он уже не станет. Может быть, я ошибаюсь, и Эммануэль Макрон нечто придумает, и будет какой-то новый проект. Может быть. Но то, что в Кремле не дрожат после какого-то там очередного заявления Макрона или министра обороны французского, или министра иностранных дел, это точно просто по одной причине. В России четко знают
экономическую составляющую Франции. Ведь падение рейтинга Макрона это же не из-за Украины. Причем есть Украина? Просто французские жители Франции, граждане Франции стали хуже жить. Вот и все. Вот в чем падение, Ну так, такое тотальное падение. То почему есть, они стали хуже жить? потому что экономика в жопу, извините, прошу прощения, туда, к плинтусу стремится. Ну Потому так а что почему она энергетика, потому стремится? что Из-за 18-го пакета санкций, в том В том числе. числе, оно Конечно. стремится, в том числе, оно стремится там из этих пакетов санкций, из-за тотальной зависимости, то есть, поскольку Франция не может открыто торговать с Россией там энергоносителями дешевыми покупать, то она вошла в полную зависимость от американского сжиженного газа, хотя стараются русский сжиженный газ тоже покупать. Весь этот микс вот такой. И общая тенденция в мире, Саша, это ухудшение экономической ситуации. Торговая война, которую затеял Трамп, вот эта пошлинная вся история, невызначенность вот эта, 30%, не 30%, химическая промышленность, металлургическая промышленность, немецкая, французская. Ну, проблемы в мире, но Америка и Китай имеют мощную подушку, да, безопасности экономическую и продолжают развивать и технологии и так далее. А в Европе плачевная ситуация. И вот они там все почувствовали, на какой шпагат их развели, потому что они как бы вышли из-под зависимости одной и входят в тотальную зависимость другую. А там им счастья никто не пообещал. И они, наконец, мне кажется, европейцы прочувствовали, что хочет Трамп. Трамп хочет уже закончить с ними. Просто ему неинтересна вот эта нынешняя брюссельская дипломатия. Поэтому он сделал несколько ходов сильных, я сказал каких. И теперь Европа думает, что с этим делать. А с 18-м пакетом, мне кажется, они сами себя и загнали. Более того, вот там тот же Мерц прозрел, говорит, что Украина не вступит в Евросоюз там, в течение 10 лет, как минимум, там, до 1934 года. Так и хочется сказать, где вы были раньше, господин Мерц. Сказали бы нам раньше Дмитрий, об этом, глядишь, мы как-то иначе давайте, б жили. да, давайте продолжим. Вы как-то обходите стороной Стамбул, но давайте не обойдете, потому что вот буквально во время нашего эфира, мы в прямом эфире, 18:32 сейчас на часах. Всем большое спасибо, что уже поставили лайки, подписывайтесь и голосуйте в вопросе. Значит, Зеленский выходит и пишет. Значит, сегодня большой день, да, сегодня представили министра обороны Шмыгаля. Все заседали, все как на подбор, сидели, президент толкал речь, как бы, ну, там, Сырский, Буданов, ну, там, получается, Сметанин теперь будет Укроборонпромом заведовать. Ну, там они сделали рокировку по министерствам, и, в общем, надо было представить пафосно министра обороны, как бы бывшего премьера. Так вот, ну, большой день, да, в этом плане. И Умеров, который как бы сдает пост и переходит, и уже перешел в СНБО. Сегодня первый совет национальной безопасности и обороны. Уже, получается, под руководством Умерова, ну, глава там Зеленский, но он как бы руководит органом. Значит, и вот Зеленский пишет, что нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление. Мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров. Сейчас наши представители готовят еще по меньшей мере один обмен с Россией, и Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции. Ведь встречи для нас понятны: возвращение пленных, возвращение детей, подготовка встречи к лидерам, встречи с лидерами. Пишет он в своем телеграм-канале. Значит, то, что но только ленивый не смог не обратить внимания, то, что Зеленский пытается перехватить инициативу в этом вопросе. Все начало прошлой недели Москва устами Пескова, Захаровой, всеми устами говорили о том, что елки-палки, Запад, сделайте что-то с Украиной, пускай идут на третий раунд Стамбула. Потом это был конец недели, у нас там как бы Зеленский всех перетряхнул, выражаясь языком Лукашенко. И вот теперь он перехватывает эту инициативу, и вроде как это мы предлагаем Стамбул, мы хотим там еще один обмен, и потом вот встреча лидеров. Ну, я так понимаю, Путина и Зеленского. Трамп вроде как подразумевается, но о каком Трампе идет речь? Путина и Зеленского. Что это за игра такая? Кто ведет? Да? Там танцы понятны вокруг Стамбула, но кто ведет, на ваш взгляд? И какие плоды может принести встреча
в Стамбуле, назначенная уже на конец этой недели. Первое. Политика и дипломатия – это есть игра. Это искусство возможного. Второе. Политика и дипломатия, тем более в таком сложном сегодня вопросе, в такой сложной ситуации, это искусство занять правильную позицию, перехватить инициативу или удержать инициативу, или переиграть и так далее. Абсолютно правильно ты сформулировал. Это имеет место быть, в том числе и накануне Стамбула. Третье. Все, что говорили там Песков, там все остальные с Кремля на прошлой неделе про Стамбул, понты это и блеф. Потому что они хотят просто показать Трампу, что они типа готовы встретиться, но они абсолютно не готовы к конструктивному разговору. А Подожди, мы? я отвечу. Нет, так это же Я одинаковая отвечу. история. Саш, я же выслушал весь твой вопрос, но я же не могу в одной фразе отвечать. Нет, Поэтому просто не интересно, перебивай меня, ну, пожалуйста. Я и про нас тоже скажу. Они не готовы идти ни на какие компромиссы. Они показали нам свой меморандум, все там написано. Мы должны это, отдать им это. Никто, бля, в мире не понимает, почему мы должны отдать то, чем мы владеем, и почему мы должны отдать то, что вы не смогли завоевать. Ну, в мире все в шоке. Что с нами разговаривают языком ультиматума, как будто они победители. Поэтому Трамп изменил к Путину интонацию, он тоже не понимает. Когда тот ему все время говорит, Украина должна выйти, значит, из-за границ этих 4 регионов. И Трамп его, наверное, спрашивает, а почему? А тот ему отвечает, ну, я вписал это в Конституцию. Поэтому понты это все и блеф. Они пока ни к чему не готовы. Но едут, чтобы показать. Теперь Украина, да, перехватила инициативу. И говорит, да у нас все, ничего не меняется. Стамбул, пожалуйста, будем говорить. Говорим о перемирии, без всяких условий. Говорим об обмене пленных, всех на всех. Говорим о возврате в Украину там тел погибших, если есть еще. Говорим о возврате в Украину детей, которых вывезли в большом количестве, я не буду цифрами манипулировать. Поэтому говорим о том, что вот Владимир Зеленский сказал, что надо готовить встречу президентов 2 стран. Это перехватить инициативу называется. И правильно делает Владимир Зеленский, что перехватывает инициативу, потому что Путин не согласится на эту встречу. Он не будет встречаться с президентом Украины. Это тоже понимают все. Это называется перехватить инициативу, как ты сказал, и продемонстрировать мировому сообществу. Смотрите, что вы хотите еще от нас, от Украины? Мы, готовы разговаривать в Стамбуле. Мы еще раз говорим о своей позиции, что перемирие не может быть с условиями. Давайте прекратим кровопролитие, прекратим огонь и начнем говорить о каких-то поиске компромиссных условий. Дальше мы говорим о том, что, если говорить о мире, давайте гуманитарный аспект, вернем всех пленных домой. И главное, что мы говорим о том, что президент Зеленский готов встречаться с президентом России. А вы, спрашиваем мы России, так а в ответ объясните. тишина. Так Вот это и объясните, называется, почему? что Украина пытается перехватить Да, инициативу. Я эту инициативу то поддерживаю. есть перехватить инициативу в блефе. Ну, получается так. Нет, То есть, нет, смотрите, это же не мы блефуем. Нет, а кто? как это? Это Россия блефует. Все, что Украина говорит о своей возможности, мы готовы это реализовать. Перечисляю. 3-й месяц Украина заявляет, не бывает перемирия с условиями. Мир бывает с условиями. Но для того, чтобы прийти к мирному соглашению, это может занять 4, 5, 8 месяцев, год. Это серьезная ситуация. Дипломатия и политика может длиться месяцами. Но для того, чтобы разговаривать, давайте остановим войну. Украина говорит, мы готовы, вот хоть завтра, по линии соприкосновения. Мы готовы. Россия блефует. Они не готовы, потому что они говорят, да-да-да, конечно, перемирие, запятая, но. Вот это но не проходит. Дальше. Президент Зеленский уже неоднократно говорит, я готов встречаться с Путиным. Могу приехать в Стамбул еще раз. Ну, я готов, говорит Владимир Зеленский. Что говорят в России? Они не готовы. Поэтому это не наш блеф. Украина заявляет о своей позиции таким образом, чтобы мир ее услышал. А вот какова будет реакция в Кремле, поживем, увидим. И есть только один аспект, который, вроде нас сближает, да, вот чтобы не сглазить. Это продолжение гуманитарного момента, обмен пленных, возврат детей и так далее. Дай бог, чтобы это продолжилось. И это может стать единственным таким результатом встречи в Стамбуле. Даже если это, вот об этом договорятся, окей, слушай, это тоже будет результат.
если еще там сотни, сотни, а может быть и тысячи граждан Украины смогут вернуться из плена домой к своим семьям и так далее. Это тоже будет результат. Ну, смотрите, тут тоже такой момент. Значит, опять-таки, да, задание, которое дает Зеленский, это же свежее, новому, старому министру обороны, бывшему премьер-министру, ну, как министр обороны, он новый, Шмыгалю, это там нанесение дальнобойных ударов. А вовсю качается вот эта тема, смотрите, какие там тяжелые условия у российской авиации, потому что там Шереметьево на простоях, рейсы отметут, как бы и начинают подсчитывать убытки, да, и там, а российская сторона российским же компаниям, которые там возят, ну, в общем, которые перелетами занимаются, ничего не компенсируют, мол, смотрите, вот так. Мы там должны дроны как можно больше, как можно дальше. Но ведь это же не говорит нам о желании перемирия. Абсолютно с тобой не согласен. Все диаметрально противоположно. Это называется принуждение к перемирию. А ты считаешь, что Украина должна молчать в ответ? И чтобы продолжалось, что стреляют в одну сторону? Нет, так не бывает. Все, что происходит сегодня в Москве, в аэропортах, все, что происходит в проведении каких-то других спецопераций, все, что происходит там, на территории России, рано или поздно может спровоцировать вопросы российского общества в Кремль. Потому что война, когда приходит туда, на ту территорию, там, ну, как бы могут сказать, слушайте, может, заканчиваем эту историю? Это называется принуждение Путина к тому, чтобы он шел на какие-то компромиссы, а не выставлял свои ультиматумы. Не выставляет ультиматумы правитель той страны, на территорию которого прилетают дроны, ракеты и так далее, и так далее. Поэтому все вместе, Саш. Где-то давление Трампа о возможных введениях санкций, где-то заявление министра энергетики Индии, что в случае введения санкций Индия найдет альтернативу российской нефти, где-то действия украинской армии, где-то экономический вопрос, где-то вопрос, связанный с тем, что рано или поздно в Кремле увидят, что они ни за 50 дней, ни за 70 дней не могут военным способом реализовать то, что они хотят реализовать. Все это вместе, ну, может быть, подтолкнет хозяина Кремля к тому, что надо менять свои хотелки, требования, ну и идти на какой-то серьезный диалог, а не вот это вот, да, с высоты вот это, да, через губу. Вот и все, поэтому да, если там есть какой-то коллапс в аэропортах, ну, наверное, это как-то влияет на, так сказать, общественное сознание, на мнение общественное, что да, там война, а что вы думаете, что это только в Украине? Так не бывает, так не получается. Поэтому чем скорее, Саш, в Кремле перестанут блефовать и общаться с нами и со всем миром в форме ультиматумов, чем скорее они осознают, что окончание войны даже по линии соприкосновения сегодняшней, а дальше поиск глобальных решений по безопасности Европы там, и так далее, чем скорее они поймут, что это им тоже нужно, ну, тем скорее, собственно, и придет мир. Я думаю, что в Кремле же осознают, что они увязли в Украине настолько, что они уже потеряли Армению и Казахстан, что они практически потеряли свое влияние над Азербайджаном, что скоро, по всей вероятности, следующая будет Грузия и Молдова, потому что на все же не хватает. И пример я приведу, и никто мне сейчас против этого примера не найдет аргумент. Иран, который как бы сейчас проводит учения, морские учения с Россией, в Каспийском море. Да, у них там договор, все. Это же Россия пытается как-то, да, какую-то роль. Они же ничем не помогли Иран. Ну, проводят вместе учения. И Иран в эти же самые дни, когда проводит учения морские с Россией, собирается у Китая закупать вооружение, противовоздушную оборону, противоракетную оборону. Потому что Иран проиграл в 12-дневной войне. Они это понимают. Так вот, по вопросу восстановления страны и по вопросу закупки вооружений Иран обратился не в Россию, а в Китай. Не потому, что там любви нет. Просто у России нет сегодня возможностей производственных наштамповать еще столько вооружения, чтобы отправлять и в Украину, и в Иран. А тут Китай, будьте любезны, подставит свое плечо и продаст Ирану со скидкой все, что им нужно. Самолеты, вертолеты, ракеты, системы ПВО современные и так далее. И перехватит инициативу именно Пекин.
потихонечку, потихонечку, потихонечку. Россия не может не понимать этих тенденций. Поэтому все эти не комплексы, а как, не могу подобрать слово, вот все, что я перечислил выше, все эти компоненты, ну, мне кажется, рано или поздно изменят позицию Кремля, и они начнут разговаривать не через губу. Ну, Так мне мы представляется. забываем в одном нюансе, что как ни крути, но Китай и Россия выступают союзниками в будущей войне. Я имею в виду глобальной, мировой, да, то есть Китай заявляет, что не даст Конечно, проиграть конечно. России. Если Китай Китай, откупорит кубышечку и будет официально поставлять оружие России, ну, то есть, как Украине официально поставляет, вот Писториус уже нам пообещал 4 Патриота, ну, вот там, например, Си Цзиньпин возьмет и тоже что-то пообещает и передаст. Не через прокси, КНДР там или какие-то другие, а вот так вот напрямую. Прикроет комплектующие на экспорт в Украину для дронов, вот, в принципе, и вся, как бы, история, и вся эта... Поэтому Саш, последних тут тоже получается, что ты не можешь наградить, ну, не можешь наградить Китай санкциями. Это будет шибко опрометчиво. Последних 5 минут то, о чем я говорил, никак не противоречит тому, что Россия и Китай имеют добрые союзнические отношения в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пока не будет сформирован многополярный мир. Речь о другом, что Китай, используя слабость экономическую или там ситуацию, хорошо, давай, Китай, используя экономическую ситуацию и то, что Россия увязла в Украине, Пекин это использует в своих интересах. Потихоньку, потихоньку перехватывает инициативу и влияние в тех регионах, где некогда было абсолютное влияние России. Вот я о чем говорю. Москва же не будет из-за этого ругаться с Пекином. Пекин же ничего плохого не делает в Москве. Просто потихонечку в Казахстане покупают рудники, сюда вкладывают деньги, там строят порты, туда инвестируют, Ирану помогут в приобретении вооружения. Ну, что плохого делает Китай? Ничего. Партнеры с Россией, да, союзники, да. Только вопрос через 2-3 года вот в этом союзничестве, доли в этом партнерстве какие будут геополитические доли. Вот идет о чем речь. Поэтому посмотрим. Вот мне кажется, что следующий Стамбул, вот не этот, а вот следующий, который будет, я надеюсь, в середине августа, если те, кто окружают Путина, посчитают, то ему выгоднее все-таки как-то пойти навстречу Трампу и начинать о чем-то говорить, так вот через один Стамбул, мне кажется, может начаться ну, какой-то нормальный, серьезный диалог, а не обмен этими меморандумами, которые диаметрально противоположны по сути и по содержанию. Ну, Дмитрий, это как всегда. Там будет еще куча вопросов, в том числе и по этому поводу от аудитории, поэтому я как бы не буду, скажем так, Давай. не буду так, ну, в общем, с вами горячо спорить, потому что поспорят пускай зрители. Они уже оставили там очень добрую дюжину вопросов, просто очень много. И поэтому, наверное, все даже не попадут у нас сегодня в наш сегодняшний эфир. Но, как бы, спасибо вам большое, что смотрите. Не забывайте ставить лайк. Дмитрий, что происходит с украинскими спецслужбами? Что это за... Ну, это просто какой-то... Я давно такого не видел, скажем так, боевика, триллера. Значит, кадры, СБУ вваливается к какому-то мужчине одному, там, он в трусах, бедный, не знает, что ему делать. Его там в пол лицом снимают, прям камера подходит, вот это снимает. Выясняется, что этот мужчина и второй, там, и третий, в общем, это агенты НАБУ. И не простые агенты, а кроты в ФСБ. И сразу нашлись и паспорта, и связи, и конопля вот эта техническая, которую там семена куда-то переправляли, и подвязки с бывшим главой охраны Януковича. В общем, не поверите, в НАБУ агенты Кремля и ФСБ, которые имеют доступ к гостайне, которые занимаются расследованием антикоррупционной деятельности в Украине. В общем, как так получилось, что антикоррупционеры стали вдруг агенты Путина? И не кажется ли вам это какой-то, ну, какой-то лютой дичью?
Потому что все же понимают, что ну, все проходят проверки, у всех есть определенный ну, как бы путь. Антикоррупционная структура, она новая. Совсем недавно принимали Чернышова, так сказать, дело возбудили, бывшего уже министра национального единства. Это был большой шухер в Украине. Получается, НАБУ подобрались слишком близко к окружению президента, а теперь СБУ нашли там кремлевский след. Это очень серьезный, скажем так, момент и день в украинской политике с силовым ударом одной спецслужбы по другой в Украине. Кто в выигрыше? Ты закончил формулировать вопрос? Позволь мне ответить. Я не очень понимаю твою иронию. Ты же вроде не из соросовской стаи. Но я отвечу. Первое. В мире есть только 3 страны. Украина была 4-я. Кому Демпартия Украины навязала присутствие таких структур, как НАБУ, САП и ВАКС. В мире нигде нет таких структур. Эти структуры не для борьбы с коррупцией, эти структуры для давления на любую власть и для контроля за финансовыми потоками. И именно поэтому все годы пребывания там Сытника, Холодницкого, а Сытник у нас коррупционер в законе, был в реестре коррупционеров, все годы их поддерживала ЦПК, Шабунин, Соросята и так далее, и так далее. Говорил тогда я и повторю сейчас я. Их надо расформировать, эти структуры, за ненадобностью, потому что, если почитать декларации всех работников НАБУ и остальных структур, то они ничем не отличаются от наших глобальных больших коррупционеров. Это первое и главное. В подтверждение моих слов, сегодня после обысков в НАБУ, а я сейчас поговорю об этом более конкретно, такой вой поднялся, опять ЦПК, истерика, Соросята, значит, в ужасе, значит, обыск, они там кричат, что это политическое давление, обыск, значит, без суда. Во-первых, надо кодекс им читать, 208 статью, когда речь идет об измене Родины и о госизмене, то обыск можно проводить без судебного решения. Это второе. Теперь третье и главное. Теперь третье и главное. То есть я сказал свой вывод. Я тогда говорил и сейчас повторю, я за расформирование этих структур. Они абсолютные атовизмы, они не нужны Украине. У нас достаточно своих юридически и конституционно закрепленных правоохранительных органов. Давайте в них там разберемся, а вот это все уберем. Потому что это с 2014 года нам навязывали глобалисты, леваки, Демпартия, да, и так далее. Теперь по сегодняшнему дню. Никто не говорит почему-то о сути. А суть-то страшная. Никто даже не противоречит тому, что провели обыски и заявили представители службы безопасности о том, что начальник межрегионального управления детективов, товарищ Магомед Расулов, а это еще и прифронтовая зона, отец имеет в Российской Федерации в бизнесе, бизнес в Российской Федерации, мама в ДНР, там паспорт, пенсия, зарплата и так далее. Гражданство у человека было Российской Федерации. Человек, на которого имел влияние народный депутат от ОПСЖ Христенко. Или второй человек Скаларов. То есть все это говорит о том, что в недрах НАБУ, помимо того, что там коррупционер на коррупционеры, и я до войны там десятки программ посвящал тому же Сытнику, помимо всего этого, речь идет о том, что там сформировалась целая агентурная сеть под влиянием ФСБ России через одного из народных депутатов от ОПЗЖ, который давно выехал из Украины. Поэтому, честь и хвала сегодняшним расследованиям Службы безопасности Украины, что они вскрыли эти консервы в НАБУ. Это первое. Второе. Я не слышал от руководства НАБУ каких-то четких аргументов в защиту этих ребят. И третье. А как они проходили проверки? Мне просто интересно. Под надсмотром Соросят, Нет, международных под наблюдателей? надсмотром СБУ они проходили проверки. Нет, Нет, это такие подождите, структуры, когда спецпроверка. формировались НАБУ, САП и ВАКС, никто туда не мог проникнуть, потому что там были общественные советы. Вы забыли просто.
как они существовали, эти структуры, и как они действовали. Там были общественные советы, наблюдательные советы, представители международных структур. Не-не, Кто и как смотрите, там набирал этих детективов. доступ, Сытник их доступ набирал, к или другой их гостайне набирал. Но подразумевает специальную проверку. Специальная проверка по законодательству Украины проводится СБУ. Или она окей, Саш, давайте разбираться. или ее Давайте, я ж подмахнули за. левой пяткой, Я ж за, понимаете? Саш. Давайте Так, разбираться, ну кто вот когда подмахнул. Давайте выявлять это все и закрывать эти конторы, никому не нужные. Они действовали не в интересах Украины. Более того, сегодня же СБУ нашли там еще крота в этом секретном подразделении ДЭВ, НАБУ. Ну посмотри, сколько всего. А 5 дней тому назад взяли выписку из реестра, из декларации там нескольких детективов. Дома, квартиры, дачи, земельные участки и так далее. А что касается директора САП, где он сейчас? Говорят, там срочно в командировке, там в Лондон и так далее. Но неужели вам нужно все время таблетку для памяти? Откуда взялось НАБУ? Кто такой Сытник? Откуда взялось САП? Откуда взялся ВАКС, Высший антикоррупционный суд? Где в мире еще есть подобные организации? Но почему мы такие? Вот почему мы так вот пытаемся вот, все, это офис, это президент, значит, наехал, и вот там Шабунин, здесь НАБУ. Да кто такой Шабунин? Он давно должен быть уже на скамейке подсудимых за все совершенное во время войны. И все, что сейчас нароют, извини меня, все, что сейчас нароют представители службы безопасности Украины и докажут, и покажут обществу доказательную базу о том, как внутри НАБУ сформировалась целая клака, работающая на ФСБ России, я думаю, что многие изменят свое мнение. Поэтому я считаю Изменят это мнение о абсолютно чем? правильным и нормальным. Не-не-не, А? смотрите, тут же весь смысл этой всей интриги политической изменит мнение о чем? О других Изменит мне. расследованиях НАБУ против высокопоставленных лиц, изменят мнение о Стефанишиной. Сегодня он Стефанишину сватают же эту министра юстиции, сватают в Америку. Ее сегодня орденом наградил Зеленский, ее и Маркарову. О Чернышове, может, мнение изменят? Или о других, скажем, Я коррупционных отвечу, делах? Саш, окей. Ради этого это Отвечу, и делается. отвечу, отвечу. Национальное антикоррупционное бюро и при Порошенко, и при Зеленском работает и исполняли заказы. Ты никогда не встретишь криминальных дел за все эти там 7 лет или 8 уже НАБУ против своих же, против ставленников западных структур, против Укроборонпрома во времена Мустафы Наема, против министров и премьер-министров, против Укрзалезницы времен Сергея Лещенко и других. Они защищали их всех. В этом суть работы НАБУ. Сформировали вот такую касту неприкасаемых. Это первое. Второе, отвечаю тебе на твои вопросы. По Стефанишину это отдельная история. Доведут до конца, покажут нам. Ну окей, покажите. Чернышов, До что там какого слышно? конца доведут? Если, не дай бог, дадут До агриман, судебного. если дадут До агриман, привет, судебного. судебный конец, дипломатическая защита. Отлично. Смотри, я со Стефанишиной не знаком, не собираюсь выступать ее адвокатом, Нет у но вас ее насчет фотографии на Агримана заставке в телефоне, не? не, да. Ты сейчас косвенно рискуешь ударить по демократической системе Америки. Потому что если Стефанишин в Штатах пройдет всю проверку и ей выдадут эгриман, это значит, что у Великой Америки нет вопросов. Это значит, что они не очень доверяют НАБУ. Вот тут тоже интересная история будет происходить с этим агриманом. Она же едет послом не просто там куда-то, а в Соединенные Штаты Америки. Посмотрим, как они отреагируют. Это очень интересная штука. Все остальное, да нормально, пожалуйста. Я же говорю о 3 конкретных персонажах сегодняшних обысков. Идет речь о вскрытии целой структуры, работающей на спецслужбы врага. Вот конкретно об этом, а не вообще. Что касается вообще, я просто высказал свое мнение. Я бы давно расформировал эти структуры, которые нам подарили с определенными целями и задачами. Так же, как я давно бы провел серьезное расследование по всем грантовым организациям Украины, которые 10 лет получали деньги через USAID, на что получали деньги, зачем, для каких целей и задач, какое мнение в украинском обществе надо было формировать во время Майдана, после Майдана,
как они работали на Демпартию Украины, Демпартию США и так далее. Я бы проводил все эти расследования. Но если нам интересно знать правду, или если мы хотим продолжать жить вот в каком-то таком русле лозунгов и манифестаций, ну окей, это право каждого. Ну, смотрите, тут же тоже такой момент. Ну, вы человек, который как бы с историей вашей борьбы с коррупцией, опубличивания определенных фактов, еще там до войны, ну и так далее, да, не можете не согласиться с тем, что никто не может ловить высокопоставленных чиновников, ближайших к 5-6 менеджерам и самому там Ермака, Зеленского, вот этому окружению, никто не может предъявлять претензии, кроме как раз-таки этих органов. И по этим органам сегодня совершен очень серьезный показательный удар. Получается, что у нас вертикаль становится власти в Украине одна, и у нас, помните, раньше шутка была такая, ну это так, просто злые языки куражились, говорили, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака. А сейчас получается, что Зеленский будет работать президентом в Украине Ермака, где Кабмин весь его, антикоррупционных органов нет. Сейчас просто два момента, я просто хочу, чтобы вы прогноз дали. Значит, развилка такая, вот чего ждать. Развилка первая, сейчас понесется. Компроматы, счета, кто что украл, яйца по 17 покажутся вообще как бы детским садом. И сейчас вскроются там все схемы и Минобороны, и помощи, и волонтерки, и будет нанесен удар конкретно по офису президента. Конкретно. Этот Тимошенко, который Кирилл дороги строил, а сейчас там перешел там, да, у него другая теперь сейчас парафия, он там при офисе, а потом сейчас при Минобороны, в общем, такие моменты. И сейчас вот по ним по всем пройдутся, и мы увидим очень много интересного того, чего не видели раньше. Или все заглохнет, и будет как бы четкая вот линия прокуратура, СБУ, и будет государство Ермака. То есть вот такая вот история. Вот мы сейчас на этой развилке. Куда? Как карта Первое. ляжет? Сейчас скажу. Первое. Юмористы, вы перестаньте, значит, повторять шутки 20-летней давности, потому что люди старшего возраста помнят, что это табачник работал, то есть Кучма работал президентом в офисе табачника. То есть это шутка оттуда, давно, это первое. Ну, это так, к слову. Второе. Хорошо это или плохо, когда в Украине выстраивается жесткая вертикаль двух людей, и мало, и, так сказать, мало свобод, и это плохо. Мы же к демократии идем, и это надо искоренять. Чем быстрее мы придем к миру, тем быстрее мы сможем ставить вот эти вопросы. Второе или третье. Мы на какой-то развилке, как ты говоришь, чтобы я спрогнозировал. Если любая правоохранительная структура, любая, продемонстрирует обществу сейчас серьезные коррупционные как бы материалы, как ты говоришь, там, начиная с яиц по 17 и заканчивая там другими вещами, и украинское общество это увидит и узнает, но это же только плюс украинскому обществу, если мы узнаем много чего, что происходило во время войны. Хотя мне почему-то кажется, что этого не будет. По разным причинам. И мне почему-то кажется, что вот эта ситуация с сегодняшними обысками, она коснется вот конкретных персонажей, а дальше НАБУ, САП, ну, продолжат работать и продолжат какую-то свою деятельность. Ну, и то, что правительство у нас, как бы, да, и парламент, ну, и есть вертикаль, есть президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Ну, это есть медицинский факт давно уже. Что об этом спорить? Правильно это, неправильно. Ну, на сегодняшний день это так. После войны, наверное, оно должно быть иначе. Если мы хотим стать европейской демократической страной с политическими институциями, там, оппозицией, свободными СМИ и так далее, и так далее. На сегодняшний день пока так. Ну вот и все. Давай проследим за дальнейшими действиями там НАБУ, САФ, ВАКС. Это же будет буквально в течение, ну, я думаю, неделя. Это недолгий срок. Неделя. И мы увидим, что-то будет происходить? Или они вот этих ребят сольют и скажут, не-не-не, вы правы, все, это ж преступники, да, признали, все пропустили, кто там делал проверку, ай-яй-яй, вот это вот, мы готовы работать, этих забирайте, сейчас сделаем чистки, повыгоняем там половину коррупции.
Так может быть? Может быть. И мне почему-то представляется, что вот это более реальное развитие событий. Поживем, увидим, может, я ошибаюсь. Да, значит, подведем итоги нашего опроса сегодняшнего. Ведет ли Трамп новые санкции против России? Более 5000 голосов мы получили. Вот такие итоги. 6% нет, до 3 сентября огонь прекратят. 8% да, и очень жесткие. Мир качнется, ну, содрогнется, имеется в виду. 32% нет, будут новые угрозы. Ну, то есть, имеется в виду, ничего не уведет, а просто будет дальше угрожать каким-то, не знаю, как вот Грэм про надерет задницу. Ну и 53% считают, что введет новые санкции, но слабые для того, чтобы создать видимость вот этой борьбы. Вот больше половины проголосовавших считает именно так. Удивительно. Слушайте, а Мне зачем? нравится, Саша, дорогой мой Александр Шелест, мне нравится, что несмотря на то, что моя позиция, мое мнение по многим вопросам нашей дискуссии, ну, отличается от твоей, от позиции мнения там, твоей зрительской аудитории, может быть, твоих гостей и так далее. Но это уже не первый случай, когда наша позиция совпадает в твоих опросах. То есть более половины зрительской аудитории, которые приняли участие в голосовании, имеют такое же мнение, такой же ответ на твой вопрос, как и я. Ну вот, нормально. Это значит, что сегодняшняя дискуссия наша прошла, по крайней мере, конструктивно. Мы смогли, ты с одной стороны, я с другой стороны, обменяться аргументированными мнениями, а зрители смогли услышать твою позицию, мою позицию, сделать для себя выводы и принять для себя также какое-то решение. Я вот хочу жить в такой демократической системе координат, когда мы, не обвиняя друг друга и не называя друг друга врагами, там, агентами и так далее, когда мы можем обмениваться мнениями, а зрительская аудитория принимает решения, делает свои выводы. Это и есть суть демократии. И это и есть суть свободных СМИ, на Это мой вы, взгляд. это вы говорите на второй день, когда Зеленский еще новые санкции ввел против блогера Андрея Луганского, Это этого хреново. Это Балашова, хреново. Латынина, и та попала под санкции. Ты ж мне не задал этот вопрос, а тут мой ответ понятен. Это плохо. Это какая-то история с несудебным преследованием. Я всегда был против этого. Это какой-то странный инструмент. Он плохой. Я надеюсь, это вернется. А с латыниной вообще смешно. Если я правильно помню, она ж в России инагент, и теперь в Украине она тоже типа инагент. Ну, то есть ей на Марсе надо где-то находиться, потому что она и против этих, и против этих. А Ну, вот. как, Ну, плохая эта как, история. собственно, и мне. Да, в России иноагент, в Украине под Да, да, да. санкциями. Ну, Я где-то понимаю. так, да. Плохая эта история. Перейдем Это, к... к сожалению, к сожалению, знаешь, вот как какое-то такое пятно, вот, и с ним надо что-то делать. Оно до хорошего там, ну, это не к демократии, это мы куда-то в другую сторону. Если к человеку есть вопросы, у нас есть процессуальные кодексы, статьи, дальше есть судебная какая-то история, там, адвокаты, суды, пидозры, ну, так нельзя вот просто раз, ну, непонятно. Плохая это. Особенно по отношению к гражданам Украины. А гражданам других стран, да, нормально, понятно. А вот гражданам Украины я не совсем понимаю. Перейдем к вашим вопросам. Давайте один, но длинный, давайте, вопрос из клуба зрителей, а потом в режиме Блиц, сообщество YouTube, подключим чат трансляции. Александр задает. Здравствуйте, Дмитрий. Все пытаюсь добиться у вас ответа, никак не могу. Вопрос по меморандумам. Вы называете российский меморандум ультиматумом, но я думаю, вы отлично понимаете, что в переговорах стороны изначально выдвигают максимальные требования. Вспомните ресурсную сделку с США и какие кабальные требования выдвигал Трамп. По поводу прекращения огня не раз пытался от вас что-то услышать, но вы избегаете ответа. Россия требует, чтобы прекратились поставки и мобилизация. Причем сказала об этом еще в марте. Почему Украина просто не выдвинет зеркальные требования? Ведь давайте подумаем логически. Вы не раз упоминали, что Первая мировая началась с одного выстрела. Если просто прекратить огонь, и каждая будет сторона увеличивать количество людей и оружия на фронте, с каждым днем вероятность подобного выстрела или провокации, в общем, вырастут. Ведь Я все Россия... понял, понял. Ну, в общем, и дальше, собственно, Понял. и для справки, Да. мне кажется, Россия выносит это требование, потому что те же минские переговоры, как говорила Меркель и другие лидеры Европы, были фальшью, чтобы просто вооружить Украину, где факт, что здесь не будет то же самое. Первое. Дорогой мой читатель, я на этот вопрос отвечал уже раз 8. Не знаю, почему вы говорите, что я никак вам не могу его ответить. Сейчас отвечу 9-й раз.
В вашем вопросе есть одно ключевое слово. Вы сказали, что на любых переговорах изначально, в первых шагах, в начале пути выдвигают максимальные требования. Это же в начале, сейчас уже далеко не начало пути. Это первое. Второе. Это и есть ультиматум. В полном понимании этого слова. Россия заявляет, мы готовы к перемирию, но освободите территории, которые они не смогли завоевать, перестаньте, чтобы им поставляли оружие, мобилизацию прекратите. У меня к вам вопрос, как к нормальному человеку. Какое отношение имеет одно государство к тому, что будет делать другое государство у себя на территории? Так давайте Закупать выдвинем оружие, зеркальные условия. производить оружие, мобилизацию проводить, не проводить. Мне кажется, что это внутреннее дело любого государства. Мы же говорим о перемирии. То есть Россия будет производить в 3 смены все виды вооружения, а нам нельзя? А почему? Это второе. Третье. А ультиматум от компромиссов отличается тем, что от месяца к месяцу ваши требования не меняются, причем вы заранее знаете, что ваши требования не будут исполняться. Именно поэтому я говорю, что вы блефуете, когда заявляете, что готовы к перемирию. Блефуете. Вы же выставляете заведомо неприемлемые для второй стороны значит, требования. Ну вот и все. Как только Россия поменяет вот эту конструкцию и начнет также думать о том, что не все им, мягко говоря, здесь удастся, и действительно надо идти к миру как-то, меняя свою риторику и свои хотелки, ну сразу вы увидите, какой конструктив произойдет на переговорах. А 50 дней, которые Трамп дал Путину, в том числе, чтобы мир еще раз увидел, что и за эти 50 дней ничего сверхъестественного на фронте не произойдет. Ну, пробегут еще 45 дней. Запомните сегодняшний ваш вопрос. И мы вернемся к нему через там, сколько, 45, 43, я уже не помню дня. И поговорим об этом еще разочек. Ну, тут смотрите, тут же вопрос, суть в чем? Так давайте выдвигать зеркальные условия. Ну, то есть в российском меморандуме прописано, там нет То есть, смотрите, там же есть два варианта. Вариант первый – уходите, ну, вот с Запорожья, с Херсона, да. Вариант второй – остаемся так, как есть, но есть условия. И поехали. Отказ от русификации, поставок оружия и так далее. Мы же можем работать с этим меморандумом. Взять и выкатить россиянам условия, что а вы тогда, пожалуйста, значит, там, ну, не производите оружие. Уходите из Воронежа. Да, уходите из Воронежа, с Краснодара. И продемонстрируете, что все ваши заводы по производству ракет, самолетов, танков, артиллерии и шахедов закрыты на ремонт. Все ушли на обед посмотреть фильм. Об этом идет речь. Так это детский сад. А я говорю о серьезных вещах. Ну, это глупость. Ну, смотрите, Это же речь идет не только о какое Воронеже. отношение мы Речь идет о Сумах, речь идет о Харьковской области, где новая точка напряжения появилась на границе. То есть, Саша, понимаем. точка напряжения может появиться где угодно. Украина не должна и не будет уходить с тех территорий, которые Путин когда-то вписал в свою конституцию, и теперь не знает, как отсюда вылезти. Это же его проблемы, как вылазить с этой ситуации. Почему он эти проблемы хочет перевесить на плечи Дональда Трампа, который должен заставить Украину откуда-то уходить? Вот пусть там в России решают свои проблемы, которые они вписали в российскую конституцию. Пусть свои проблемы решают сами. Ну, просто вот понимаете... Это первое. Они и решают, получается, продолжая войну. Она же, если задача остановить войну, то значит надо что-то предлагать, понимаете? Если задача остановить войну, то задача не капитуляцию подписать, а заставить противоборствующую сторону идти на диалог, а не на монолог с ультиматумом. Поймите разницу между диалогом, когда две стороны решили, надо заканчивать. Давай, будем искать. Вот что ты где-то тут, мы тут, ну да, надо заканчивать. Или вторая ситуация, когда одна сторона говорит, значит, смотри, мы готовы заканчивать, но вот это вот. Ну так не получится диалог, на мой взгляд. Значит, если Зеленский так хочет поговорить с Путиным, почему бы ему просто не позвонить в Кремль, как это делает тот же Трамп? Или ему надо это сделать обязательно на камеру для шоу, спрашивает Александр.
Ну, позвоните, Саша, если вы знаете, как позвонить, если вы четко знаете, как это делается, как в протокольных службах договариваются о телефонном звонке, как происходят контакты Трампа и Путина, Макрона и Путина, можно дозвониться, не можно, кто берет трубку, кто не берет трубку, нужно ли здесь закулисная история или нужна публичная встреча. Ну, если вы все знаете, то чего вы меня спрашиваете? Я считаю, что в данном аспекте нужны публичные встречи под телекамеры, да, контакты, диалог, переговорный процесс, хотя бы чтобы дать сигнал своим делегациям и миру, что, знаете, как это, процесс пошел, да, ну, то есть, что что-то началось, что два лидера государства, ну, готовы о чем-то говорить. Поэтому, ну, вам кажется шоу, ну, мне кажется, что Дональд Трамп это number one по поводу шоу. Да и вообще политика это недалеко от, ну, политика, публичная политика. Каждый пытается занять свою позицию. А Мгм. вы хотите, чтобы что? А? Вот это вот позвонил, а чё, да? И дальше что? Ну Мы, так мы с вами не подождите. должны об этом знать? Ну, встретились, и дальше что? Не знаю. Надо готовить эту встречу. Ну Не так может знаю. начать Ее со надо звонков? готовить. Пускай позвонит. Наверное, надо стать. Да, наверное. Ну, не знаю, звонят, не звонят. Я ж не нахожусь в офисе президента. Мне сложно сказать. Виктор, Собирается Путин разговаривать, не собирается. Ну, мне трудно это сказать, друзья мои. Вы же не ставьте мне вопросы, на которые, ну, никто из нас не знает ответ. Виктор спрашивает, может ли Дмитрий дать прогноз по Славянску и Краматорску? Про Херсон, Запорожье не спрашиваю, только Славянск и Краматорск. А, Хайповать не хочу, сенсации делать тоже не хочу. Для того, чтобы дать свой прогноз, не, ну можно вот так. Для того, чтобы дать серьезный прогноз, надо точно знать, ну, исходники. Что там со стороны России, как со стороны Украины, какие ресурсы скоплены, человеческие, вооружение, логистика, Ну, надо понять ситуацию. Возможен там серьезный такой прорыв, потому что там далеко еще и до первого города, и до второго. Поэтому прогноз могу на 50 дней ближайших. Ничего не произойдет. Дальше не знаю, как будет развиваться событие. Если мы идем к миру, это одна ситуация. Если продолжится война, то как можно дать прогноз, что будет через полгода, год, полтора? Хреновая ситуация. У нас же не неравные ресурсы. Человеческие, финансовые, с точки зрения ВПК, экономические. Россия поставила экономику на военные рельсы. Там намного больше вооружения. Россия намного меньше зависит от поставок своих союзников, чем Украина. Поэтому, конечно, надо закончить побыстрее убийство людей, смерти людей, трагедию, разрушение и так далее. Поэтому на ближайших 50 дней прогноз мой такой. Дальше трудно сказать. Так, Мирослав, война закончится в этом году? И прогноз я должен же быть последовательным, поэтому я с начала года, там, с момента прихода Трампа, я был не очень, в отличие от многих, так сказать. Но я сказал, четвертый квартал 2025 года, вот сейчас, вот эти 50 дней, сентябрь, Путин Си, Трамп Си, сейчас вот сдвинется какая-то история, Трамп, Британия, ФРС, Европа, Лондон, BlackRock, это мировая финансовая элита, верхушка, сейчас определят к чему-то. И мне кажется, что к сентябрю начнут выстраивать какую-то мозаику, в том числе по Европе и по Украине. Вот четвертый квартал 2025 года, мне кажется, что горячая стадия войны закончится. А дальше очень длинный переговорный процесс. Это отдельная тема, потому что проблем внутри Украины огромное количество. Я же специально их не затеваю сейчас, эти проблемы. У нас колоссально будет тяжелый период после войны, причем внешний враг уже ни при чем, потому что у нас некоторые наши чиновники творят такое, что ни один внешний враг этого не делает. І розкольнические настроєння в обществі, і от это вот, якою мовою треба розмовляти, щоб бути патріотом і таке інше. Огромное количество внутренних наших проблем. Мы их или решим, тогда куда-то пойдем, или не решим, тогда это хреново закончится. Я это искренне говорю и повторяю и сегодня. Алекс Готвальд, вопрос. Дмитрий, ответьте прямо, не увиливая. Зеленский причастен к преступлениям ТЦК, как верховный главнокомандующий? Очень прямо нет, точка. Несет ли он ответственность?
президент страны несет ответственность за все, что происходит в этой стране. Очень ответил прямо, коротко и четко. Угу. Значит, спрашивает Алексей, не кажется ли, что 50 дней Трамп дал Зеленскому, а не Путину? С уважением. 50 дней Трамп дал себе, прежде всего, довести до конца несколько моментов, в том числе его переговоры с Лондоном. Дал Путину, который, наверное, его просил, ну, надо мне еще тут, и я тогда вот да. Дал Украине, дал Европе. Он просто отложил. Знаете, есть такая фраза «отложенный спрос». Он отложил решение вопросов еще на 2 месяца, чтобы попытаться включить вот эту закулисную дипломатию и, может быть, попытаться выйти на некий такой, да, трек взаимных соглашений. Вот и все. Он всем дал 50 дней, включая себе. У Дональда Трампа нет решений. Не думайте, что Дональд Трамп человек, который принимает решения абсолютно самостоятельно и любые. За ним стоят структуры. Пока не получается у него ни с Канадой, ни с Гренландией. Поэтому санкции это все хорошо, они к миру не приведут. Санкции к миру не приведут. Вот что надо понять. Санкции приведут к продолжению вот этой истории. А хочется же закончить ее, правда же? Ну, по крайней мере, хочется тем, кто живет сейчас в Украине. Кто под постоянными обстрелами, бомбежками, разрушениями, ночными сиренами и так далее. Нам всем хочется, чтобы это все закончилось уже. А дальше включились уже политики, дипломаты и так далее. Поэтому так. Почему? Ну, во-первых, тут в чате трансляции налетели. Давайте так, вот еще один комментарий. Ну, сколько там, Александр спрашивает, пользовательница, сколько банковая платит Спиваку? Слушайте, нисколько банковая не платит Спиваку, иначе тут бы Спивака и след простыл, понимаете? Да. Ну, это интересно, конечно, сколько платит Спиваку. Значит, Я отвечу, нет, я отвечу. Вы же видите Спивака постоянно же на, значит, едином господи, на моноэфире, на марафоне. Вы же Спивака постоянно видите на YouTube-каналах, которые работают с Банковой. Вот, вы же всегда меня там видите, правда? Или нет? Ну так зачем задаете эти глупые, идиотские вопросы? Кстати, не забудьте, что я для Соросят враг и был там в реестре зрадников. Для всех этих рухов, честно, там и так далее, и так далее. Я просто стараюсь быть объективным. Я жестко могу критиковать власть там, где это нужно, и поддерживать там, где считаю нужным. В международных треках, в переговорных процессах, в позиции моей страны в отношении позиции России и так далее. Мир не черно-белый, я не умею так огульно хаять все подряд или огульно защищать все подряд. Поэтому разочарую вам, не платят, не общаюсь, не ну нет, с некоторыми знаком, но не общаюсь. Синяя борода. Господин Дмитрий, прошу прощения, но не все войны заканчиваются переговорами и миром. А. Капитуляция Германии 45-й. Б. Разгром Наполеона. В. Разгром и капитуляция Карла XII Петром I. Делайте выводы сами, какая победа нужна Москве. С уважением из Лондона. Зритель, спасибо. Уважаемый зритель, вы, если являетесь постоянным моим зрителем, слушателем, то вы должны были знать, что я именно это всегда и говорю. Что войны заканчиваются 2 способами. Просто первый мы сразу отметаем. Да, это когда есть абсолютный победитель и капитулянт. И приводил пример я, май 45-го, коалиция победителей ставит ультиматум тех, кто подписывает коалицию. Мы это исключаем, потому что в данном случае нету и не будет ни абсолютных победителей, ни капитулянтов. Поэтому я дальше и продолжаю, что все войны остальные, вот такие затяжные, даже столетние, всегда заканчиваются одним и тем же. Переговорами и миром. Так может быть, чем раньше, тем лучше? Вот идет о чем речь. Да, друзья, всем большое спасибо. Вот пишет Татьяна Верзилова. Дмитрий, молодец. А много пишут, что не молодец. Но в этом-то и суть наших бесед и нашего общения. Главное... У меня к вам просьба, друзья. У меня к вам просьба. Все те, кто пишут гадости, или не гадости, а просто со мной не согласны. А вы могли бы вот к следующему эфиру по пунктам, потому что у нас с вами неравные условия.
Я стараюсь донести до вас свою позицию аргументированно. Первое, второе, третье, четвертое. Я на что-то ссылаюсь, потому что анализ и аналитика – это же не, понимаете. А вот вы, когда со мной не можете по пунктам. Первое, второе, третье и почему. Это будет интересная дискуссия. А если так, желчь свою выдать, да ненависть. Друзья, следите за тем, чтобы она вас не сжирала изнутри. Вселенная такая история. Надо уметь дискутировать, на мой взгляд. Я же не называю вас врагами, и вы не называете врагами. Надо уметь услышать друг друга. Может, ваша позиция мне покажется симпатичной, и я с ней соглашусь. Может быть, моя позиция. Понимаете? Поэтому тщательнее надо и дружелюбнее. Friendly. Хорошее английское слово. Friendly. А еще ширше и глубже. Ширше, глубже. Да, правильно, ширше, да. Да, Дмитрий Спивак, по понедельникам в прямом эфире. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, благодарю за то, что посмотрели этот эфир. Напишите, что думаете в комментариях. Хорошее тоже можно писать. А еще лайк поставить. И дождитесь следующего понедельничного Спивака. И следите за нашими прямыми